Привет, ребята! Меня зовут Штефи, и в этом видео вы узнаете о том, что такое вегетарианство, какое основное различие вегетарианства и веганства, и о том, как стать вегетарианцем. А в конце видео я расскажу о пользе и вреде вегетарианства. Итак, давайте начнем. Что такое вегетарианство? Вегетарианство – это система питания преимущественно либо исключительно растительной пищи. Существуют разные типы вегетарианцев. Лактоовые вегетарианцы – это люди, которые не употребляют в пищу мясо, но могут позволить себе молочные продукты и яйца. Лактовегетарианцы – это те, кто не употребляют мясо и также яйца, но могут позволить себе молочные продукты. И ововегетарианцы – это те, кто отказывается от всех продуктов животного происхождения, кроме яиц. Есть также различные разновидности, например, пескатарианцы – это те, кто не употребляют мясо, но могут позволить себе рыбу. Наиболее строгой формой вегетарианства является веганство. Это отказ от любых продуктов животного происхождения, в том числе и молочных, и также яиц. Веганы не носят мех, шерсть, кожу и также не используют косметику и другие химические продукты, протестированные на животных. Одной из интересных форм вегетарианства считается сыроедение. Это тот тип питания, при котором в пищу употребляются сырые продукты, которые не подвергались даже минимальной тепловой обработке. Пища считается сырой, если на ней нагревалась выше 40-48 градусов. Не менее интересным считается фруктарианство. Это тот тип питания, при котором в пищу употребляются сырые плоды. Это могут быть фрукты, овощи, орехи, ягоды и многое другое. Самое главное, чтобы для их получения не нужно было уничтожать растения. Почему люди становятся вегетарианцами или веганами? На самом деле существует огромное количество разных причин. Кто-то отказывается от употребления мяса из этических соображений, кому-то не позволяет религия, у кого-то есть медицинские противопоказания, а кто-то является борцом за экологию и считает, что животноводство оказывает огромное влияние на уничтожение нашей планеты. У каждого есть свои причины, и это является выбором каждого человека. Как правильно перейти на вегетарианство? Первый и самый главный пункт – осознание. Без четкого понимания, зачем ты это делаешь, ты никогда не сможешь изменить привычный себе образ жизни. Задай себе такие вопросы. Почему я хочу отказаться от мяса? Чего я хочу этим добиться? Преследую ли я религиозные цели или хочу избавить всех животных от страданий? Хочу ли я улучшить свое здоровье таким образом? Эти вопросы помогут тебе лучше понять свои намерения и также перейти к следующему шагу – изучи информацию. Как только человек твердо определил свою цель стать вегетарианцем, у него могут возникнуть некоторые сложности. Сперва следует изучить всю необходимую информацию. В каких продуктах содержатся необходимые витамины, а какие следует принимать дополнительно? Какой вид вегетарианства подходит мне больше всего? Есть ли у меня какие-то противопоказания? Также для получения актуальной информации следует проконсультироваться с нутрициологом. Продумай свой рацион. Отказываясь от мяса, нужно знать, чем его можно заменить. В этом случае идеально подойдут бобовые, соевые продукты, орехи, овощи, например, брокколи. Помимо белка, вегетарианцы могут страдать от нехватки витаминов D, B12, железа, кальция и омега-3 кислот. Безусловно, все это можно найти в крупах и продуктах растительного происхождения, но важно не просто найти их, а еще сделать так, чтобы организм их хорошо усвоил. Выбери комфортный для себя темп. Если решение о том, чтобы стать вегетарианцем, принято, но ты не хочешь быстро отказываться от заветного мясного кусочка, в таком случае тебе подойдет медленный темп. Ты будешь медленно изменять свои привычки, постепенно уменьшая долю мяса, и в конечном итоге это приведет к тому, что ты полностью откажешься от его употребления. Но если такой способ тебе не подходит, то есть более быстрый темп. Так ты сможешь сразу же отказаться от мяса и перейти на растительную пищу. А какой способ лучше для себя, решать тебе. И сейчас пришло время рассказать о пользе и вреде вегетарианства, а также о возможных плюсах и минусах. Польза и вред вегетарианства. Давайте сперва поговорим о плюсах. Растительная пища приносит пользу кишечнику благодаря наличию клетчатки. Она позволяет предотвратить появление запоров, снижает уровень холестерина и сахара и способствует похудению. Вегетарианство снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, рака, диабета второго типа, ожирения, а также хронических заболеваний. Оно положительно воздействует не только на человека, но и на экологию, поскольку животноводство – одна из причин вырубки тропических лесов, загрязнения воздуха, океанов и большого выброса парниковых газов. Из плюсов можно также выделить разнообразие блюд. Почему-то люди, которые говорят о вегетарианстве, думают, что вегетарианцы питаются исключительно одной кашей и не едят абсолютно ничего.
На самом деле это неправда, потому что существует огромное количество разных блюд и нет предела совершенству. А теперь поговорим о минусах. Основным минусом является нехватка витаминов. Мясоеды получают большое количество полезных веществ с употреблением мяса, а вегетарианцам приходится постоянно следить за своим рационом, чтобы не испытывать авитаминоз. Это несложно, но требует много времени и терпения. Социум. Как только ты переходишь на вегетарианство, то сразу начинается неодобрение со стороны близких, косые взгляды и вопросы, а что ты вообще будешь есть? На первом этапе к этому будет сложно привыкнуть, но потом будет немного проще. Безусловно, вегетарианство, веганство или мясоедство – это выбор каждого человека, и особенно важно сделать его правильно, чтобы в будущем не иметь никаких проблем со здоровьем. Ставь лайк, если тебе понравился такой формат, и напиши свое мнение на эту тему в комментариях, мне будет интересно об этом почитать. Ну а с вами была я, Сташа Поздняк, и увидимся в новом видео.